Мы привыкли думать, что человек лишь гость на этой планете. Но что, если я скажу вам, что наши постройки стали настолько масштабными, что начали менять саму физику Земли? В Нью-Йорке стоит мост Верразана. Его башни настолько высоки и разнесены друг от друга, что инженерам пришлось учитывать кривизну земного шара. Расстояние между их вершинами на 41 мм больше, чем у основания. Строители буквально столкнулись с тем, что Земля не плоская, и если бы они проигнорировали эти лишние сантиметры, конструкция бы рухнула. Но это лишь верхушка айсберга. Сегодня вы узнаете о плотине, которая замедлила вращение нашей планеты, и о тоннелях, где над головой людей давят миллионы тонн океана. Мы пройдем путь от эстетики парящих в облаках мостов до пугающих хранилищ на случай судного дня. Вы на канале «Скрытый горизонт», и это 12 мест, которые доказывают, мы больше не просто адаптируемся к миру, мы перекраиваем его под себя. Если вы посмотрите на карту Нидерландов, вы увидите огромный водоем в самом центре страны. Но мало кто знает, что еще 100 лет назад его здесь не было. На этом месте бушевало суровое Северное море. Все изменилось в 1932 году, когда голландцы совершили невозможное. Они построили 32-километровую дамбу Afsluitdijk, которая буквально перерезала морской залив пополам. Это был величайший географический парадокс в истории. Одним движением руки люди превратили соленое море в пресноводное озеро Эйселмер. Представьте масштаб. Огромная экосистема изменилась навсегда всего за несколько лет. Соленая вода уступила место пресной, а страна получила защиту от катастрофических наводнений, которые веками стирали с лица земли целые города. Но самое удивительное – это то, как дамба работает сегодня. Это не просто стена из камня и бетона. Это сложнейшая система шлюзов, которая ежесекундно контролирует уровень воды в целой стране. Голландцы не просто построили дорогу через море, они заставили стихию отступить, создав новую географию там, где раньше правили волны. Afsluitdijk – это символ того, что для человека даже береговая линия материка не является окончательной. В Японии земля стоит дороже золота, поэтому когда Осаке понадобился новый международный аэропорт, инженеры решили пойти на крайние меры. Они не стали искать место на суше, они решили создать его в океане. Так появился Кансай, первый в мире аэропорт на полностью искусственном острове. Это был беспрецедентный вызов. Чтобы заложить фундамент, в залив сбросили 21 миллион кубометров грунта, но вскоре возникла проблема, от которой у инвесторов застыла кровь. Остров начал тонуть. Скорость оседания оказалась в разы выше расчетной. Под весом колоссальной инфраструктуры морское дно стало прогибаться, угрожая поглотить миллиарды долларов. Сегодня Кансай – это шедевр инженерного выживания. Чтобы здания не разрушились при неравномерном погружении, каждая из 900 колонн терминала оснащена мощными гидравлическими домкратами. Специальные датчики круглосуточно следят за наклоном, и если одна часть здания уходит вниз быстрее другой, компьютеры выравнивают конструкцию с точностью до миллиметра. Это вечная битва. Люди построили остров, который океан пытается забрать обратно каждую секунду, превратив аэропорт в самый дорогой и технически сложный проект по борьбе с гравитацией в истории. Если Afsluitdijk разделил море пополам, то этот проект сделал нечто более дерзкое. Он соединил два величайших океана планеты, разрезав целый материк. Панамский канал – это не просто траншея в земле, это сложнейший водный лифт планетарного масштаба. Главный секрет здесь не в глубине канала, а в его высоте. Суда не просто проплывают сквозь перешеек, они буквально шагают через горы. Огромные контейнеровозы весом в сотни тысяч тонн поднимаются на 26 метров над уровнем моря с помощью системы шлюзов. Вода из тропического озера Гатун под действием одной лишь гравитации заполняет камеры, поднимая стальных гигантов на высоту 8-этажного дома. Каждый проход судна – это ювелирная работа, где зазоры между бортом и стенкой шлюза могут составлять всего несколько сантиметров. Это главная артерия мировой торговли. Без нее путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско был бы длиннее на 13 тысяч километров. Панамский канал доказал, для глобальной логистики нет преград, которые человек не смог бы преодолеть, заставив саму силу земного притяжения работать на благо экономики. Представьте, что вы находитесь в замкнутом пространстве, а прямо над вашей головой 45 метров плотной горной породы и колоссальный слой ледяной воды Атлантики. Евротоннель, соединивший Великобританию и Францию, это не просто железная дорога. Это памятник человеческому упорству и самый длинный подводный тоннель в мире, проложенный в крайне враждебной среде. Когда в 1988 году началось строительство, многие считали проект безумием.
Инженерам предстояло прогрызть 50 километров пути сквозь меловой мергель, постоянно рискуя столкнуться с прорывом океана в забой. Весь проект состоит из 3 параллельных нитей, 2 рабочих и 1 служебного тоннеля посередине. Эта структура была выбрана не случайно, она критически важна для безопасности и вентиляции. Одной из самых серьезных проблем стала поршневая волна. Когда скоростной поезд влетает в тоннель на скорости 160 км в час, он толкает перед собой огромную массу воздуха, создавая колоссальное давление. Чтобы тоннель не превратился в гигантскую пушку, инженеры разработали уникальную систему разгрузочных труб, которая перераспределяет воздушные потоки. Но самым эмоциональным моментом всей стройки стала встреча 2 бригад. Британцы и французы двигались навстречу друг другу с ювелирной точностью, используя лазерное наведение. Когда через небольшое технологическое отверстие рабочие смогли обменяться рукопожатиями на глубине 40 метров под дном пролива, это стало триумфом геодезии. Ошибка в расчетах всего на несколько сантиметров могла обернуться катастрофой и потерей миллиардов фунтов. Сегодня, проезжая этот путь за 35 минут, пассажиры редко задумываются о том, что над ними давят миллионы тонн соленой воды. Евротоннель – это триумф над географической изоляцией Британии, доказавший, что даже Ла-Манш не в силах разделить человечество, если у него есть воля и современные технологии. Если и существует сооружение, способное заставить вас почувствовать себя на борту гигантского корабля, плывущего сквозь облака, то это виадук Мийо на юге Франции. Этот мост не просто пересекает долину реки Тарн, он парит над ней. На момент завершения строительства Мийо стал самым высоким транспортным виадуком в мире, и его параметры до сих пор вызывают головокружение. Одна из его опор возвышается на 343 метра, что делает ее на целых 19 метров выше Эйфелевой башни. Представьте себе, вы едете по скоростной трассе на высоте, где обычно парят лишь крупные хищные птицы. Проектирование этого гиганта стало вызовом для легендарного архитектора Нормана Фостера. Главной задачей было не просто соединить 2 плата, а сделать конструкцию визуально легкой, почти прозрачной, несмотря на десятки тысяч тонн стали и бетона. 7 стройных опор удерживают полотно моста, которое кажется тонкой нитью, натянутой над пропастью. Но за этой внешней легкостью скрываются сложнейшие расчеты. Долина Тарна известна своими непредсказуемыми ветрами, скорость которых может достигать 200 км в час. Чтобы мост не превратился в гигантский парус, инженеры придали дорожному полотну форму крыла самолета, создающую прижимную силу. Процесс монтажа сам по себе был захватывающим зрелищем. Вместо того, чтобы строить мост снизу вверх, инженеры буквально выдвигали готовые секции дороги с обоих краев долины навстречу друг другу. Мощные гидравлические толкатели сдвигали многотонные стальные блоки с точностью до миллиметра, пока они не сомкнулись над самой глубокой точкой ущелья. Когда туман заполняет долину, опоры исчезают и создается полная иллюзия, что дорога просто висит в воздухе без всякой опоры. Виадук Мийо стал триумфом не только технологии, но и эстетики. Он доказал, что мегаструктура может не уродовать природный ландшафт, а дополнять его, становясь новой вершиной на карте мира. Это идеальный баланс между силой человеческого интеллекта и первозданной красотой природы. Здесь, на высоте птичьего полета, вы понимаете, что для современной инженерии даже небо больше не является пределом. Представьте себе океан пресной воды, скрытый глубоко под бесконечными барханами самой безжизненной пустыни мира. В 1950-х годах, во время поисков нефти в Ливии, геологи совершили ошеломляющее открытие. Под песками Сахары покоятся гигантские запасы ископаемой воды, накопленные там еще в ледниковый период. Эти древние водоносные горизонты стали ключом к реализации самого амбициозного ирригационного проекта в истории человечества – Великой рукотворной реки. Это инженерное решение настолько масштабно, что оно буквально бросило вызов климату целого континента. Суть проекта заключалась в создании колоссальной сети трубопроводов протяженностью более 2800 километров. Но это не просто трубы, это настоящие бетонные артерии диаметром в 4 метра, по которым ежедневно перекачивается более 6 миллионов кубометров воды. Каждая секция такой трубы весит 86 тонн, и для их производства в пустыне пришлось строить целые заводы. Чтобы доставить воду из глубин Сахары к густонаселенному побережью, инженеры пробурили более 1300 глубочайших скважин, некоторые из которых уходят вниз на сотни метров, достигая пластов, которые не видели солнечного света десятки тысяч лет.
Масштаб земляных работ при строительстве этого проекта поражает воображение даже на фоне египетских пирамид. Чтобы проложить путь для этих искусственных рек, строителям пришлось переместить такое количество грунта, что его хватило бы, чтобы засыпать сотни городов. Главная цель была предельно ясна – превратить выжженные солнцем земли в цветущие оазисы и обеспечить продовольственную независимость региона. Долгое время этот проект оставался национальной гордостью и главной тайной Ливии, позволяя выращивать зерно и овощи там, где раньше не выживало ни одно растение. Однако сегодня судьба великой рукотворной реки остается тревожной. Политическая нестабильность и военные действия нанесли инфраструктуре серьезный ущерб, а вопрос о том, как долго прослужат древние подземные источники, не имеющие подпитки от дождей, остается открытым. Тем не менее, этот проект остается величайшим примером того, как воля человека способна подчинить себе саму пустыню. Это напоминание о том, что даже в самом враждебном климате вода может течь туда, куда прикажет инженерная мысль, полностью меняя облик планеты и давая шанс на жизнь там, где она казалась невозможной. В истории человечества есть сооружения, которые кажутся вечными, и плотина Гувера именно из их числа. Построенная в разгар Великой депрессии в безжизненном каньоне реки Колорадо, она стала не просто источником энергии, а триумфом человека над дикой стихией. Но главный секрет этой колоссальной стены весом в 6,5 миллионов тонн скрыт не в ее высоте, а в самом ее материале. Знаете ли вы, что бетон внутри плотины до сих пор не застыл до конца? Масштаб заливки был настолько велик, что если бы инженеры залили весь бетон одним монолитом, на его полное охлаждение и затвердевание ушло бы более 125 лет. От избыточного тепла, выделяемого при химической реакции, конструкция просто начала бы трескаться и рассыпаться изнутри. Чтобы предотвратить катастрофу, строителям пришлось пойти на хитрость. Плотину собирали из огромных взаимосвязанных бетонных блоков, внутри которых были проложены мили стальных труб с ледяной водой. Это была первая в мире глобальная система принудительного охлаждения искусственного камня. Даже сегодня, спустя 90 лет после запуска, внутри гиганта продолжаются микроскопические процессы набора прочности. Плотина Гувера – это объект, построенный с запасом прочности на тысячи лет. Инженеры утверждают, что если человечество внезапно исчезнет, это сооружение станет одним из последних памятников нашей цивилизации, которые будут видны из космоса. Она спроектирована так, чтобы выдерживать давление огромного водохранилища МИД, которое удерживает достаточно воды, чтобы затопить целый штат слоем в полметра. Мощные турбины, спрятанные в основании скал, продолжают снабжать электричеством миллионы людей, используя неукротимую энергию реки. Это место поражает своей монументальностью. Бетонная дуга, зажатая между отвесными стенами Черного каньона, выглядит как инопланетный артефакт. Плотина Гувера научила инженеров работать с гигантскими массами материалов и учитывать тепловые эффекты, которые раньше игнорировались. Она стала доказательством того, что даже в самые тяжелые времена люди способны создавать нечто настолько грандиозное, что оно переживет своих создателей на десятки веков, оставаясь нерушимым барьером на пути Великой реки. Когда вы стоите у подножия Бурдж-Халифа и закидываете голову назад, вы видите не просто здание. Вы видите амбиции, пронзающие облака на высоте 828 метров. Но построить такую иглу в пустыне – это не только вопрос прочного фундамента. На высоте почти в километр главной угрозой становится не гравитация, а ветер. На вершине шпиля его порывы настолько мощные, что обычное прямоугольное здание начало бы раскачиваться с амплитудой в несколько метров, что неизбежно привело бы к разрушению конструкции, или как минимум к морской болезни у всех обитателей верхних этажей. Секрет устойчивости Бурдж-Халифа скрыт в ее уникальной форме, которую инженеры называют сбивающим с толку ветром. Если посмотреть на небоскреб сверху, он напоминает трехлепестковый цветок пустыни – Димина каллис. Эта ступенчатая спиралевидная структура была разработана после сотен часов испытаний в аэродинамической трубе. Каждое крыло здания имеет разную высоту и расположено под определенным углом. Благодаря этому мощные воздушные потоки, ударяясь о фасад, не превращаются в единый разрушительный вихрь, а разбиваются на тысячи мелких хаотичных завихрений. Здание буквально запутывает ветер, не давая ему войти в резонанс с конструкцией. Но высота диктует и другие суровые правила. Из-за колоссальной разницы температур и давления внутри и снаружи возникает так называемый эффект дымохода. Горячий воздух пустыни стремится вырваться вверх через лифтовые шахты и технические отверстия с такой силой, что двери в здании могли бы просто вылетать из петель.
Чтобы обуздать это давление, инженерам пришлось создать сложнейшую систему герметичных шлюзов и автоматизированных систем вентиляции. Даже подача воды на такую высоту – это подвиг. Насосы качают ее на сотни метров вверх, преодолевая сопротивление, которое превратило бы обычные трубы в пыль. Бурдж-Халифа – это не только триумф эстетики, но и сложнейший механизм, который ежесекундно борется со стихиями. Каждое утро это здание просыпается в одном климатическом поясе у основания и в совершенно другом на своей вершине, где температура воздуха на 10 градусов ниже. Это вертикальный город, который доказал, мы можем строить выше облаков, если научимся не сопротивляться силам природы, а перехитрить их с помощью гениальной формы и точных расчетов. Бурдж-Халифа остается короной мировой архитектуры, напоминающей нам о том, что границы возможного существуют только в нашем воображении. На заснеженном острове Шпицберген, всего в 1000 километров от Северного полюса, из склона горы выступает странное бетонное сооружение, напоминающее вход в секретный бункер из фильмов о будущем. Это Всемирное семенохранилище, более известное как сейф судного дня. Его задача – сохранить биологическое разнообразие планеты на случай глобальной катастрофы, будь то ядерная война, падение астероида или необратимое изменение климата. Это место, где время остановилось ради спасения жизни. Инженерное решение этого объекта поражает своей автономностью. Бункер врезан в скалу на глубину 120 метров. Такой выбор локации не случайен. Даже если все ледники на планете растают, хранилище останется сухим, так как находится на высоте 130 метров над уровнем моря. Но самое главное – это использование естественного холода. Вечная мерзлота служит бесплатным и вечным холодильником. Даже если выйдет из строя все оборудование и закончатся запасы топлива, температура внутри не поднимется выше минус 3 градусов Цельсия, что позволит семенам сохранять всхожесть десятилетиями. Внутри бункер разделен на 3 огромных зала, защищенных массивными взрывоустойчивыми дверями и шлюзами. Воздух здесь постоянно осушается, а семена хранятся в специальных 4-слойных пакетах, запечатанных термосваркой. Это создает двойной барьер против влаги и кислорода. Сейчас там находится более 1 миллиона образцов сельскохозяйственных культур со всего мира. Это инженерный триумф, созданный не для того, чтобы им пользовались каждый день, а для того, чтобы он просто был там, обеспечивая нам шанс на возрождение, когда все остальное превратится в прах. Существуют проекты, которые меняют ландшафт, а существуют те, что меняют саму физику планеты. ГЭС «Три ущелья» в Китае – это самая мощная электростанция в мире и бетонный колосс весом более 65 миллионов тонн. Но ее истинный масштаб осознаешь не тогда, когда смотришь на стену высотой в 185 метров, а когда узнаешь, что эта плотина буквально замедлила вращение Земли. Ученые из НАСА подтвердили, из-за перемещения гигантской массы воды, 40 миллиардов тонн, и ее поднятия на высоту 175 метров над уровнем моря, инерционный момент планеты изменился. Это привело к тому, что земные сутки удлинились на 0,6 микросекунды, а Северный полюс сместился на 2 сантиметра. Чтобы построить этого гиганта, правительству Китая пришлось пойти на беспрецедентные жертвы. Было затоплено 2 города, сотни поселков и тысячи археологических памятников. Более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы на месте их полей и лесов развелось искусственное море протяженностью в 600 километров. Конструкция плотины поглотила такое количество стали, которого хватило бы на возведение 60 Эйфелевых башен. Но инженеры боролись не только за объемы. Им нужно было обуздать капризную реку Янцзы, чьи наводнения веками уносили сотни тысяч жизней. Теперь же 32 мощнейших генератора плотины производят столько чистой энергии, сколько могли бы выработать десятки атомных электростанций. Однако такая мощь несет в себе скрытые риски. Огромный вес водохранилища создает колоссальное давление на земную кору, что, по мнению некоторых сейсмологов, может провоцировать микроземлетрясения в регионе. Чтобы плотина не разрушилась под собственным весом или от удара стихии, она была спроектирована с учетом жесточайших стандартов безопасности. Система шлюзов здесь напоминает многоуровневый лифт для целых океанских лайнеров, а специальные водосбросы способны пропускать более 100 тысяч кубометров воды в секунду, создавая искусственные водопады невероятной мощи. 3 ущелья – это символ абсолютного доминирования человека над природой. Глядя на бушующие потоки воды, проходящие через турбины, понимаешь, что в руках человека теперь сосредоточена сила, способная корректировать ритм движения самой планеты в космическом пространстве.
Глядя на эти колоссальные проекты, понимаешь одну простую истину. Мы больше не просто обитатели Земли. Мы – ее главная преобразующая сила. Инженерия стала нашим общим языком, на котором мы пишем новую историю планеты. Прямо поверх океанов, сквозь горы и вопреки законам физики. Какое из этих мест поразило вас больше всего? Рискнули бы вы проехать по мосту, который парит выше облаков? Или доверили бы свое будущее ледяному сейфу на краю света? Напишите в комментариях, я читаю каждый из них. Если вам нравится открывать мир с той стороны, о которой не пишут в обычных учебниках, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще много неизведанного. Это был «Скрытый горизонт». Берегите себя и продолжайте смотреть за грань привычного. До встречи в следующем выпуске.